Урок 1. Приключения в продуктовом походе. Привет, Анна. Я собирался пойти за продуктами. Хотите присоединиться? Да, мне бы очень хотелось. Походы за продуктами всегда веселее с другом. Отлично. Это будет похоже на небольшое приключение. Определенно. Какие вещи вы планируете приобрести? Что ж, мне нужно пополнить запасы холодильника и кладовой. То же самое и здесь. Может, мы сможем поменяться идеями рецептов во время покупок. Звучит неплохо для меня. Я всегда ищу вдохновение для новых блюд. Я тоже. И мы должны заранее составить список, чтобы ничего не забыть. Отличный звонок. Ненавижу, когда возвращаюсь домой и понимаю, что пропустил что-то важное. Абсолютно. Хорошо, давайте проведем мозговой штурм списка покупок, прежде чем отправиться в путь. Хорошо, давайте посмотрим. В верхней части списка определенно больше фруктов и овощей. Да, не ошибитесь, если запаситесь свежими продуктами. Совершенно верно. И нам понадобятся белки, такие как курица или рыба. И, возможно, некоторые полезные злаки, такие как киноа или коричневый рис. Определенно. И не забудьте закуски. Надо немного побаловать себя. Урок 2. Планы путешествий в последнюю минуту. Привет, Анна. Я пытаюсь забронировать поездку, но не уверен, стоит ли мне делать это заранее или подождать ближе к датам. Это хороший вопрос. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Да, я пытаюсь взвесить преимущества каждого из них. Чем вы обычно занимаетесь в путешествиях? Что ж, это действительно зависит от типа поездки. Для поездок в последнюю минуту я часто бронирую билеты ближе к датам. Хорошо, это приятно знать. В чем преимущество бронирования позже? Что ж, если ваши планы изменятся, у вас будет больше гибкости. И иногда вы можете найти действительно хорошие предложения в последнюю минуту. Ах, понятно. В этом есть смысл. Как насчет бронирования заранее? Раннее бронирование также имеет свои преимущества. Обычно вы можете получить более выгодные цены на авиабилеты и проживание. Хм, это хорошее замечание. И я полагаю, у вас есть больше времени, чтобы спланировать поездку и получить удовольствие от нее. Именно так. Кроме того, популярные направления и отели, как правило, быстро распродаются, если вы слишком долго ждете. Верно, верно. Я определенно не хочу упустить свой лучший выбор. Это непростое решение. Почему бы вам не посмотреть даты поездки и не узнать, в чем разница в цене при бронировании сейчас и позже? Отличная идея. Я проверю несколько разных сценариев и посмотрю, какой из них лучше всего подходит для моего бюджета и графика. Похоже на план. Сообщите мне, что вы в итоге решите. Я с радостью помогу обсудить это подробнее. Сделаю. Спасибо, Анне. Это было очень полезно. Урок 3. Заявки на получение стипендий. Привет, Анна. Я искала несколько стипендий и, кажется, нашла несколько вариантов, на которые я претендую. Отлично, Джон.
Какие стипендии вы рассматриваете? Что ж, для студентов по моей специальности есть действительно престижный конкурс, но конкуренция довольно высока. Понимаю. Какие требования к этому предъявляются? Как вы думаете, у вас есть хорошие приложения? Основные требования – высокий средний балл, соответствующие внеклассные занятия и убедительное личное заявление. Я вполне уверен в своей заявке. Замечательно. Какие еще варианты стипендий вы нашли? Есть еще несколько общих стипендий, которые я также рассматриваю. Они немного менее конкурентоспособны, но награды меньше. Это хорошая стратегия, когда есть несколько вариантов. Вы уже начали работать над приложениями. Я уже приступил к составлению личных заявлений, но хотел бы узнать ваше мнение, прежде чем что-то дорабатывать. Конечно, я буду рад взглянуть и дать вам отзыв. Когда крайние сроки? Большинство из них должны выйти в ближайшие пару месяцев, поэтому я стараюсь собрать все воедино как можно скорее. Хорошо, отлично. Пришлите мне то, что у вас есть на данный момент, и мы справимся с этим вместе. Уверен, ваши заявки будут отличными. Отлично. Большое спасибо, Анне. Я очень признателен, что вы нашли время помочь мне в этом. Урок 4. Летний шопинг. Привет, Анна. Я нашла этот отличный магазин с потрясающим выбором летней одежды. Хотите, чтобы я вам покажу? А да, мне бы очень хотелось увидеть. Какие летние стили вы нашли? В них есть все последние тенденции. Очень милые платья, стильные топы и удобные шорты. Звучит идеально для жуткой погоды. Как называется магазин? Он называется Суньшини Бауртик и находится всего в нескольких кварталах. Хочешь пойти туда вместе? Определенно. Мне нужно подобрать несколько новых вещей для своего летнего гардероба. Отлично, пойдем. Думаю, вам очень понравится то, что у них есть. Отлично, лидируйте. Мне не терпится увидеть все варианты. Хорошо, иди за мной. Это очень милый маленький магазинчик с очень приятной атмосферой. Звучит отлично. Не могу дождаться, когда смогу его проверить и сделать летний шопинг. У меня тоже такое чувство, что мы оба найдем что-то интересное. Урок 5. Путешествие на автобусе и поезде. Доброе утро. Анна, вы когда-нибудь ездили куда-то на автобусе или поезде? Да, я часто пользуюсь общественным транспортом. Это отличный способ передвижения. Это круто. Вы когда-нибудь сталкивались с языковыми барьерами во время путешествий? Хм, иногда. Но я стараюсь выучить несколько основных фраз на местном языке. Неплохая идея. Наверное, сложно ориентироваться в новом городе, если вы не говорите на этом языке. Возможно, но я считаю, что люди обычно очень помогают, если вы приложите усилия. Приятно это знать. Какой самый лучший опыт вы получили, путешествуя на автобусе или поезде? А, это непростая задача. Мне очень понравилось ездить на поезде по сельской местности Италии.
Виды просто захватывали дух. Ух ты, звучит потрясающе. Мне бы очень хотелось когда-нибудь совершить такую поездку на поезде. Вам определенно стоит это сделать. Это такой расслабляющий способ осмотреть достопримечательности. Держу пари. Возможно, мы могли бы как-нибудь спланировать совместное путешествие, если вы к этому готовы. Это было бы очень весело. Мы могли бы исследовать новый город на автобусе или поезде. Похоже на план. Я уже в восторге от такой возможности. Я тоже. Нам придется начать изучать некоторые варианты. Совершенно верно. Все будет отлично. Не могу дождаться. Урок 6. Ремонт дома. Здравствуйте, Анна. Вы делаете ремонт дома в последнее время. Знаете, я подумывал о том, чтобы сменить обстановку в своей гостиной. Что скажешь? Отлично. Какие изменения вы рассматривали? Что ж, мне бы очень хотелось купить новые шторы, возможно, заменить старые светильники. Звучит как хорошая идея. Изменение освещения действительно может преобразить пространство. Определенно. Я надеюсь найти что-то более современное и энергоэффективное. Это умно. А новые шторы могут мгновенно освежить комнату. Именно так. Я не могу выбрать смелый цвет или выбрать нейтральный цвет. Это непростое решение. Каковы ваши общие стилевые предпочтения? Я больше склоняюсь к минималистичному образу в скандинавском стиле. В таком случае я бы, наверное, посоветовал выбрать несколько приятных нейтральных тонов. Хорошие замечания. Это поможет сохранить чистоту и простор в помещении. Совершенно верно. И тогда вы всегда сможете оживить его с помощью некоторых акцентных акцентов. Отличная идея. Мне придется начать искать забавные декоративные предметы. Уверена, вы найдете идеальные изделия, чтобы связать все это воедино. Урок 7. Встреча с новым соседом. Привет, Анна. Ты слышала, что у нас новый сосед? В самом деле, вчера я заметил, что кто-то переехал в соседний дом. Да, я видела, как они выгружали кучу коробок. Должны ли мы пойти представиться? Отличная идея. Всегда приятно приветствовать новых людей в этом районе. Определенно. Я привезу небольшой подарок на новоселье, может быть, домашнее печенье. А, это так задумчиво. Я соглашусь, и мы вместе сможем поздороваться. Звучит неплохо. Надеюсь, они хорошо освоились. Уверен, они по достоинству оценят теплый прием. Переехать на новое место может быть непросто. Совершенно верно. Давайте сейчас зайдем, пока они еще не определились с местонахождениями. Хорошо, давайте сделаем это. Я очень рад с ними познакомиться. Я тоже. Это будет весело. Я согласен. Новые соседи могут стать началом крепких дружеских отношений.
Определенно. Хорошо, давайте представимся. Урок 8. Освежение дома. Привет, Анна. Я подумываю немного освежить дом. Что вы думаете о смене штор и замене старых светильников? Привет, Джон. Это отличная идея. Гостиная могла бы выглядеть более современно. Что вы думали о шторах? Я думала о чем-нибудь легком и просторном, может быть, прозрачных белых панелях. Это действительно откроет пространство. Звучит прекрасно. А что касается светильников, вы представляли себе что-то особенное. Я сидел в интернете и увидел несколько действительно красивых минималистских подвесных светильников, которые, как мне кажется, выглядели бы фантастически. Они привнесут элегантную и современную атмосферу. Звучит отлично. Мне не терпится увидеть, как все это сочетается. Когда вы хотели начать этот проект? Что ж, в эти выходные я свободен, если да. Мы могли бы пойти в магазин товаров для дома и купить все, что нам нужно. Замечательно. Давайте сделаем это. Я с нетерпением жду возможности придать гостиной новый облик. Отлично, тогда это план. Я просто знаю, что это будет иметь большое значение. Конечно, мне не терпится дождаться. Было бы здорово иметь более уютное и современное пространство. Определенно. Хорошо, пойдем за покупками в эти выходные и начнем. Урок 9. Родословная киви. Доброе утро, Анна. Вы знали, что большинство людей в Новой Зеландии – потомки британских иммигрантов? В самом деле, я этого не осознавал. Я думала, что в Новой Зеландии более разнообразное население. Да, об этом я недавно узнал. Очевидно, что большая часть киви имеет британские корни. Ух ты, это потрясающе. Интересно, почему так много людей из Британии поселились в Новой Зеландии? Насколько я понимаю, во многом это было связано с британской колонизацией островов в XIX веке. Понимаю, в этом есть смысл. Должно быть, в то время Новая Зеландия казалась многообещающей новой землей для многих британских поселенцев. Именно так. Климат и ресурсы были привлекательными, и британцы активно поощряли иммиграцию. Интересно. Знаете ли вы, оказало ли значительное влияние на коренное население маори вся британская иммиграция? Хороший вопрос. Я думаю, что культура и народ маори сильно пострадали, хотя подробности для меня немного туманны. Мне было бы интересно узнать больше об этой истории и о том, как она сформировала современную Новую Зеландию. Похоже, там много интересной культурной динамики. Определенно. Мне придется еще немного почитать по этой теме. Очевидно, что демография Новой Зеландии имеет богатую историю. Конечно. Раскрывать предысторию населения страны всегда интересно. Дает вам более глубокую оценку. Согласовано. Я рада, что нам удалось поговорить об этом. Это определенно пробудило в меня интерес узнать больше о происхождении киви. То же самое и здесь. Всегда интересно открывать для себя новые моменты культурной истории. Дайте мне знать, если вы столкнетесь с другими интересными фактами. Сгодится. Спасибо.
что вы нашли время обсудить это со мной. Урок 10. Обретение душевного покоя. Привет, Анна. Могу я спросить тебя о том, как обрести душевное равновесие? В последнее время я об этом думаю. Конечно, в чем дело? Я всегда рад обсудить способы достижения большего внутреннего покоя. Что ж, мне кажется, что в наши дни я постоянно в стрессе и подавленности. Есть ли у вас какие-либо советы, как расставить приоритеты в том, что действительно важно? Отличный вопрос. Думаю, очень важно осознанно подходить к тому, на чем мы сосредоточены, чтобы сохранять душевное спокойствие. Именно так. Мне кажется, что я погружаюсь во все мелочи и упускаю из виду общую картину. Мне это определенно знакомо. Одна вещь, которая действительно помогла мне, это каждый день уделять время размышлениям и заботе о себе. Ах, в этом есть смысл. Как выглядит ваш распорядок ухода за собой? Я всегда готова попробовать что-то новое. Для меня это такие вещи, как ведение дневника, прогулки на природе, медитация или упражнения на глубокое дыхание. А, медитация– это то, что я давно хотела попробовать. Есть ли у вас какие-либо советы для таких новичков, как я? Абсолютно. Я бы посоветовал начать с 5-10 минут в день и сосредоточиться на дыхании. Это действительно может иметь большое значение. Ладно, звучит вполне управляемо. Я попробую. Что еще вы порекомендуете для обретения внутреннего покоя? Еще один важный вопрос. Научиться отпускать вещи, которые вам не подвластны. Беспокойство по поводу этих вещей просто истощает вашу энергию. Верно, в этом есть большой смысл. Сосредоточьтесь на том, на что я действительно могу повлиять, а не беспокоиться обо всем. Именно так. Уделение приоритетного внимания уходу за собой и избавление от неконтролируемого– вот ключевые шаги к обретению душевного равновесия. Я очень благодарна за то, что вы поделились своим мнением, Анна. Я чувствую мотивацию применить некоторые из этих практик на практике. Урок 11. Природная жизнь. Доброе утро, Анна. Я слышала, что в последнее время вы употребляете больше органических продуктов. Расскажите мне об этом подробнее. Да, все верно. Я перехожу на натуральные и органические средства по уходу за кожей и предметы домашнего обихода. Это изменило правила игры. А, это интересно. Почему вы решили пойти по этому маршруту? Меня это интересовало, но я пока не внесла изменений. Что ж, я начала проводить гораздо больше исследований химических веществ и токсинов во многих основных продуктах. Это действительно открыло мне глаза. Понимаю, в этом есть смысл. Какие преимущества вы заметили от использования органических продуктов? Во-первых, моя кожа стала намного здоровее и сияющей. Натуральные ингредиенты намного мягче. Хм, это круто. А как же бытовая уборка и прочее? Есть ли в этом отличие? Определенно. Органические чистящие средства столь же эффективны, но не содержат вредных паров и остатков. Все прошло отлично. Вау, это очень приятно знать. Я немного не решался переходить на другую, но вы делаете вид, что это звучит очень привлекательно. Сначала я прекрасно понимаю эти колебания.
но я могу честно сказать, что для меня это было очень позитивное изменение. Очень рекомендую попробовать. Хорошо, вы меня убедили. Я собираюсь начать изучать некоторые органические средства по уходу за кожей и чистящие средства. Есть рекомендации бренда. Я с удовольствием поделюсь своими любимыми. Позвольте мне записать несколько имен, на которые вы можете обратить внимание. Отлично. Большое спасибо, Анне. Я очень признателен, что вы нашли время рассказать мне больше об этом естественном образе жизни. Урок 12. Пробег за продуктами. Привет, Анна. Не забудь, что в эти выходные нам нужно зайти в продуктовый магазин. Безусловно, Джон. Я как раз об этом думала. Тебе нужно, чтобы я забрал что-нибудь конкретное. Что ж, я надеялся, что мы сможем запастись свежими фруктами и овощами. Возможно, возьмите несколько наших любимых сезонных продуктов. Отличная идея. Мне так хотелось хрустящих сочных яблок, возможно, спаржи или цукини. Спаржа звучит очень вкусно. А несколько хороших спелых помидоров идеально подойдут для салатов. Конечно, и мы не можем забыть ягоды. Черника или клубника станут прекрасным дополнением. Конечно. И, наверное, нам стоит взять с собой несколько ингредиентов, чтобы приготовить пару полезных смузи. Определенно, шпинат, бананы и греческий йогурт идеально подойдут для этого. Потрясающе! От одной мысли об этом я проголодался. Я уже практически могу попробовать эти свежие овощи. Я тоже. Было бы здорово иметь холодильник с питательными сезонными продуктами. Совершенно верно. Хорошо, давайте обязательно будем придерживаться нашего списка, когда приедем в продуктовый магазин. Хороший план. Я принесу свои многоразовые сумки, чтобы мы могли их загрузить без отходов. Звучит неплохо. Это будет веселая и полезная для здоровья поездка за продуктами. Не могу дождаться. Урок 13. Гостиничное гостеприимство. Простите, могу ли я получить помощь с багажом? Конечно, сэр. Позвольте мне помочь вам в этом. Спасибо большое. Я очень признателен за помощь. Совсем без проблем. Мне очень приятно. Я с радостью помогу. До сих пор обслуживание здесь отличное. Мне очень нравится мое пребывание. Я так рада это слышать. Мы стремимся обеспечить прекрасные впечатления для всех наших гостей. Что ж, вы, безусловно, добиваетесь успеха. Персонал был невероятно дружелюбным и внимательным. Приятно это слышать. Наслаждайтесь отдыхом. Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя как дома. Я определенно чувствую себя как дома. Номера первоклассные. Фантастично. Пожалуйста, дайте мне знать, могу ли я еще чем-нибудь сделать ваше пребывание еще более комфортным. Сделаю. Еще раз спасибо. Вы отлично помогли. Мне очень приятно. Надеюсь, вы отлично проведете свой день. И вы. Берегите себя. Урок 14. Хорошее самочувствие.
Привет, Анна. Ты заметила, как хорошо себя чувствуешь в последнее время? Знаете, у меня есть. В эти дни я чувствую себя очень энергичной и позитивной. Приятно это слышать. Прекрасно, когда мы чувствуем это чувство благополучия. Совершенно верно. Дело не только в нашем физическом здоровье, но и в нашем психическом и эмоциональном состоянии. Именно так. Хорошее самочувствие– это не только наше тело, но и все наше существо. Определенно. Я стараюсь сосредоточиться на улучшении общего самочувствия. Это фантастический подход. Чем ты занимался? Такие мелочи, как достаточный сон, употребление питательных продуктов и регулярные физические упражнения. Все это очень важные основы благополучия. А как насчет умственного и эмоционального развития? Я занимаюсь внимательностью, занимаюсь любимым делом и провожу время с близкими. Похоже, это прекрасный способ питать ум и дух. Очень важно смотреть на вещи целостно. Совершенно верно. Когда мы заботимся о себе всеми этими способами, нам становится намного лучше. Не могу не согласиться с этим. Удивительно, как это приятное чувство действительно может излучаться наружу. Определенно. Это похоже на положительное влияние на нашу жизнь и на окружающих нас людей. Совершенно верно. Я рад, что мы оба уделяем этому приоритетное внимание. Это так ценно. Урок 15. Ажиотаж в театре с Анной и Джоном. Ух ты, Анна, я слышала, что на днях ты была на очень популярном шоу. В чем же сенсация? Готов поспорить. Мне довелось посмотреть новый мюзикл, о котором все так долго говорили. Новый мюзикл, да. Он был так хорош, как все говорят. Так было даже лучше. В театре было полно людей. И я слышала, что в зале на 600 мест собралось более 700 человек. Ух ты, это безумие. Наверное, билет был очень крутым. Что сделало его таким популярным? Ажиотаж вокруг него зашкаливает. Судя по всему, нужно было опубликовать объявление о том, что они исчерпали свои возможности и должны были отказать людям прямо в дверь. Черт, это безумие. Наверное, люди в восторге от этого шоу. Что ты об этом думаешь? Я была просто поражена. Вокал, хореография, сценография — все это было на новом уровне. Понимаю, почему об этом говорят в городе. Звучит как потрясающий опыт. Я немного завидую, что упустил шанс. Возможно, я еще смогу купить билеты, пока не стало слишком поздно. Обязательно попробуйте. Предполагается, что забег будет довольно коротким, поэтому билеты быстро раскупаются. Приятно знать. Мне придется заняться этим. Итак, какая часть шоу вам больше всего понравилась? А, это сложно. Но я должна сказать, что заключительный номер меня действительно поразил. В театре царила электрическая энергия. АО, мне нравится хороший заключительный номер. Вызывает желание вскочить и поболеть, верно? Абсолютно. Сразу же у меня возникло искушение начать аплодировать стоя.
Ха-ха, я могу себе это представить. Что ж, вы определенно вызвали у меня интерес. Мне придется попробовать посмотреть это шоу своими глазами. Урок 16. Встреча с Джоном и Анной. Эй, Анна, мне кажется, что прошло много лет с тех пор, как мы в последний раз встречались. Знаю, верно. Нам нужно полностью собраться и помочь друг другу. Определенно. Как насчет того, чтобы выпить кофе после школы? Мне бы очень хотелось услышать, чем ты занимаешься. Звучит отлично. Я так много хочу вам рассказать, что вы не поверите. А, расскажи. У меня все уши. Что происходит в вашем мире? Ну, вы знаете тот большой проект, который меня интересовал в школе. В итоге я получил 5. Ни за что. Это круто. Я знал, что ты справишься. Ты такая рок-звезда. Спасибо. И поймите, я тоже присоединился к школьному спектаклю. Тебе придется его посмотреть. Школьный спектакль, да. Я не знал, что вы увлекаетесь театром. Это так круто. Знаю, для меня это немного не по левому полю. Но пока мне это очень нравится. Что ж, мне не терпится увидеть тебя в действии. Дайте мне знать, когда начнется шоу, и я приеду. Сгодится. А как же ты? Что-нибудь новое и интересное в вашем мире? Давайте посмотрим. Я знаю. После окончания школы мы с семьей планируем большое путешествие. Ребята, куда вы идете? Я так завидую, что жаль, что не могу пойти наперекосяк. Мы подумываем о том, чтобы отправиться на пляж на неделю. Урок 17. Университетские приключения Джона и Анны. Привет, Анна. Вы никогда не догадаетесь, что произошло со мной сегодня в университете. Расскажи. Я стою на краю сиденья. Какие безумные проделки вы совершали? Ну, вы знаете ту большую презентацию, которую я провел для своего бизнес-класса. У меня все получилось. Заткнись. Ни за что. Я знал, что в тебе это есть. Ваш профессор, должно быть, был впечатлен. Готов поспорить. Она даже сказала, что мне стоит подумать о карьере оратора. Это потрясающе, Джон. Ты естественен. Нам следует отпраздновать ваш успех. Я думала о том же. Как насчет того, чтобы поужинать в новом суши-баре в кампусе? Суши звучат восхитительно. Я давно хотела попробовать это заведение. Отлично, тогда свидание. Я даже потрачу деньги и куплю нам эти изысканные роллы. Ты меня балуешь, ты это знаешь. Не могу дождаться. Итак, что еще нового в вашем мире? Давайте посмотрим. Я записался на факультативный урок гончарства. Керамика, да. Я не знал, что ты вычурный человек. Это так круто. Я подумала, что было бы неплохо сменить темп обучения по сравнению со всеми бизнес-курсами. Бьюсь об заклад. Ты тоже в этом разбираешься.
Ты становишься настоящим человеком эпохи Возрождения. Ха-ха, посмотрим. Я все еще пытаюсь освоиться, но было весело. Урок 18. Декорирование личными сувенирами. Привет, Анна. Вы в последнее время облагораживали свое пространство. Вы это знаете. Я много думала о том, как персонализировать свою квартиру. Отлично. Что вы добавили? Что ж, я повесил несколько своих любимых картин и фотографий. Отличная идея. Демонстрируя личные сувениры, вы действительно почувствуете себя как дома. Абсолютно. У меня тоже есть несколько действительно особенных сувениров для путешествий, которые я хочу показать. Ах да. Какие сувениры ты собираешься выпустить? Что ж, у меня есть классная ваза ручной работы, которую я купил в Марокко. Звучит прекрасно. Куда еще ты путешествовал в последнее время? На самом деле я только что вернулась из Японии. У меня есть несколько очень красивых кусочков оригами. Потрясающе. Оригами так здорово будет смотреться в качестве декора. Как вы планируете его показать? Я подумываю купить красивую маленькую полку или шкаф, чтобы все было в порядке. Умный ход. Вы же не хотите, чтобы ваши сувениры выглядели загроможденными. Именно так. Я пытаюсь найти правильный баланс между личным и коллективом. Конечно. И не забывайте об освещении. Оно действительно может сделать ваши произведения популярными. Урок 19. Эволюция свободного агентства в спорте. Привет, Анна. Ты следишь за всеми важными событиями в спортивном мире в последнее время. Готов поспорить. Период бесплатного агентства в этом году был сумасшедшим. Без сомнения. Конечно, все далеко не так, как раньше. Определенно. За эти годы ландшафт действительно изменился. Совершенно верно. Теперь у игроков гораздо больше власти и контроля. Да, прошли те времена, когда команды держали все карты в руках. Конечно. Свободное агентство действительно дало спортсменам гораздо больше преимуществ. Абсолютно. Но я уверен, что некоторые владельцы команд не в восторге от этого. Ха-ха, держу пари. Им не нравится открывать свои кошельки. Не шучу. Но для того, чтобы талант был счастлив, это необходимая эволюция. Полностью согласен. Лучшие игроки заслуживают достойного вознаграждения. И это повышает паритет и ажиотаж в лигах. Конечно. Баланс сил сейчас постоянно меняется. Именно так. Больше нет династий, беспрепятственно правящих своими кортами. Именно так. Это делает ситуацию более конкурентной и непредсказуемой. Урок 20. Переход на экологичный образ жизни. Привет, Анна. Вы в последнее время вносили какие-либо изменения, чтобы стать более экологичными? Определенно. Я действительно стараюсь внести свой вклад в защиту окружающей среды.
Это круто. Знаете, каждая мелочь помогает. Совершенно верно. В повседневной жизни я совершал несколько простых обменов. Например, что? Я всегда ищу новые способы стать экологичным. Что ж, я начала использовать многоразовые пакеты для продуктов вместо пластика. Отлично. Это отличный первый шаг. Мне тоже стоит это сделать. И я инвестировал в многоразовую бутылку для воды вместо того, чтобы покупать пластиковую. Умный ход. Сокращение использования одноразового пластика очень важно. И я стараюсь максимально ограничить потребление энергии дома. Ах да, какие изменения вы там внесли? Я обязательно отключаю приборы, когда они не используются, и выключаю свет. Потрясающе. Такие мелочи со временем действительно накапливаются. Именно так. И я тоже стараюсь есть больше растительных блюд. Вау, это очень экологично. Наверное, мне стоит делать это чаще. Урок 21. Конкурс на запоминание имен. Доброе утро, Анна. У меня к тебе непростой вопрос. О боже, это должно быть интересно. Что это такое? Итак, вы знаете, как иногда вы встречаете кого-то нового, а потом вдруг его имя просто ускользает от вас. Ух, да. Это самое худшее. Когда такое случается, так неловко. Именно так. Итак, как лучше всего справиться с этой ситуацией? Не хочу показаться грубым. Хороший вопрос. Обычно я стараюсь незаметно представиться и снова произнести свое имя. Таким образом, они смогут сделать то же самое. Ах, умный ход. Мне придется это запомнить. А что, если вы давно их не видели в последний раз? А, это еще сложнее. В таком случае я мог бы сказать что-то вроде «Прошло много времени, я ужасно разбираюсь в именах. Напомните мне снова свое имя». Хорошо, мне нравится такой подход. Сосредоточьтесь на вашей собственной памяти, а не на чужой. Именно так. И большинство людей относятся к этому с пониманием. Они просто хотят, чтобы их запомнили. Вы правы, в этом есть смысл. Мне придется потренироваться в этом в следующий раз, когда я окажусь в такой неловкой ситуации. Конечно. Впрочем, не стоит об этом слишком беспокоиться. Это случается со всеми. Это правда. Если вы будете обращаться с этим изящно, это еще не конец света. Определенно. Просто небольшой конкурс на запоминание имени, вот и все. Ха-ха, я с этим справлюсь. Спасибо за советы, Анна. Урок 22. Вкусная дискуссия. Привет, Анна. У меня к тебе вопрос. Какая у тебя любимая пицца? Это сложно. Должен сказать, что я большой поклонник пепперони. Как насчет тебя? Знаете, я больше люблю вегетарианскую пиццу. Обожаю все свежие начинки. Интересно.
Я тоже могу по достоинству оценить хорошую вегетарианскую пиццу. Хотя я думаю, что у пепперони есть преимущество с точки зрения вкуса. Ха-ха, я понимаю твою точку зрения. Но, на мой взгляд, вы не можете сравниться с хрустом и разнообразием овощей. Это правда. Текстуры очень приятные. Возможно, нам нужно найти пиццу, сочетающую в себе лучшие из обоих миров. Мне нравится, как ты думаешь. Мы могли бы съесть половину пепперони, наполовину овощи. Так мы оба получим то, что любим. Идеальный компромисс. Теперь нам просто нужно найти хорошую пиццерию, которая сделает это за нас. Держу пари. В центре города есть место, где захочется разделить начинку на кусочки. Пойдем посмотрим на это в эти выходные. Похоже на план. Я уже проголодался от одной мысли об этом. Я тоже. Это будет очень вкусная дискуссия.